beso. Quiero probar tu beso. Kato? Rico, rico, qué ricos, ricos, se ve eso. Te ves como travieso. Quiero probar tu beso. Ay, qué rico se ve eso. Te ves como travieso. Quiero probar tu beso. Друзья, мы в Сингапуре. 37 дней, точнее 37 суток нам понадобилось для того, чтобы совершить переход из Соединенных Штатов Америки, Порт Чарльстон, вы знаете прекрасно об этом, да. И 37 суток нам понадобилось для того, чтобы дойти до Сингапура, пересечь два океана, это, соответственно, Атлантический океан через мыс Доброй Надежды, потом Индийский океан, Малакский пролив, и вот мы в Сингапуре. Как это было, вы смотрели в предыдущих роликах. А сегодня мы поговорим о Сингапуре, об этом во многом базовом порту для большинства контейнерных компаний. Сюда заходит огромное количество контейнеровозов. С вами капитан Максим, вы на канале Максмастер. Я не могу сказать сегодня полный вперед, потому что мы все-таки стоим у причала, поэтому усаживайтесь поудобнее, наливайте себе то, что вы там пьете, и давайте будем начинать. Поехали! Да, опять мы здесь, опять мы в этом прекрасном порту, прекрасном городе, куда практически невозможно выйти, когда ты работаешь на контейнеровозе из-за высочайшей интенсивности работы здесь. Обычно это тот порт, где сюда получают большинство сервисов, там, где они получают снабжение, там, где они получают провизию, приходят какие-то ремонтные бригады, какие-то инспекции, замена экипажей и так далее и тому подобное. И наш случай не является исключением, как вы понимаете. У нас все то же самое. Казалось бы, банальный заход. Но, друзья, все-таки не настолько банальный, как это кажется на первый взгляд. Сегодня швартовкой командовал старший помощник. Да, действительно, первый раз в жизни старший помощник Станислав, он командовал сегодня швартовкой под моим, естественно, пристальным наблюдением, ну и с помощью лоцмана. Парень хочет стать капитаном, и для того, чтобы стать капитаном, ему нужно получить промоушен, соответственно, от меня. Но чтобы я дал промоушен, я должен быть уверен в том, что он обладает достаточными как теоретическими, но более, что важно, практическими навыками. Поэтому я ему так и сказал: Стас, ты сегодня командуешь швартовкой. Он согласился, собственно, куда его было деваться, и у нас все получилось. Он на 100% справился. В этом абсолютный молодец. Но и это еще не все. Так как у меня на борту есть палубный кадет Дмитрий, который хочет тоже быть помощником, и у него уже вот-вот будет промоушен on board, то есть он будет промоутироваться, он будет менять должность с палубного кадета на третьего помощника непосредственно во время контракта. Произойдет это буквально через несколько дней, и для того, чтобы для него это прошло более плавно, я ему сегодня предложил не находиться на мостике, как он обычно стоит, тут журнал пишет, а я ему предложил покомандовать Forward Mooring Station, то есть швартовной командой, которая находится на баке. Под, естественно, опять же, пристальным наблюдением опытного боцмана, а также третьего помощника. Дима тоже справился на 100%. Пацаны, что Старпом на мостике, что Дмитрий на баке, ну и весь остальной экипаж классно отработали. Абсолютно безопасная швартовка, без нервов, без криков, без беготни, без суеты. Ну, как я учил, в общем. А в остальном нас ждет, как обычно в Сингапуре, много работы, бункеровки, сервисы, крюченджи и так далее и тому подобное. Снабжение, провизия. Естественно, я вам постараюсь это сейчас все показать. Погнали! Капец. Вот работа, да, у людей. Лазить по контейнерам с палкой.
тут один ходит. И там за кормой тоже один. На корме, то есть. И дождь пошел, и грузовые начались. Десант вон какой-то высадился уже. Открывают контейнеры. Мы тебя слышим. Вахтенный помощник, Абидан. Бункеровщик подошел. Спасибо, да, сейчас иду. Выгружают пароход. Полдня уже половины груза нет. И забрал. И потащил к себе по своим делам. Буквально 2 минуты, наверное. И 2 ящика минус. Но 60 в час он вряд ли сделает. Будет по-любому какие-то проволочки. Но штук 40 это 100%. 2 машины его ждут и погнали дальше. Тем временем у нас по носу швартуется Ванхай 507. Где-то я его, по-моему, уже видел. Немножко накопилось мусора за месяц перехода. Целый грузовик. И это еще не все. Вот еще приехали люди инспектировать наш корпус судна, что мы обросли немножко водорослями. Ну, честно говоря, я бы сам проинспектировал, там все очевидно. Очередная партия мусора готовится к выгрузке. Пошел еще один ящик. New Technology. Берем провизию. Хорошо кран починили. Получаем снабжение и сразу вот приехало масло. Будет сейчас бункеровка маслом. Масло в траках. И вон еще масло приехало в бочках, я вижу, стоит. Ну, сначала провизию получим, но потом все остальное. И еще один подъемчик провизии, но будет много. Сразу на 3 месяца нам привезли еды. Более-менее цены в Сингапуре, но все равно дорого. 3 механика, все в касках. Это не бывает такого. Сегодня необычный день. Самый стандартный сингапуровский день. Ты куда спрятался? Знаешь, Mortal Kombat играл? Там чувак такой выскакивает. Опа, добрый день. Ты видишь, в чем проблема? Вот это вот. Вот там вот был корж вообще. И это надо решать, потому что намораживает сильно много вот лед. Кого ты делаешь? Приходом занимается. Что-то комингс у нас грязноватый. Надо его чистить. Это не дело. Вот разорванные комингсы возникают именно из-за такого количества мусора. Видите, лежит. Это ржавчина. И она в том числе является причиной того, что комингс повреждается.
Достают из трюма контейнер. Но Комингс меня разочаровал. Будем вычищать. Это следующий трюм уже тоже выгружают. 46-й бэй. Забрал его, тащит на берег. Ой. Тут открывают трюмную крышку. Идет она на берег, там уже две есть, это третья. По корме стоит у нас Hyundai Busan. Если делать аналогию с машинами, то Hyundai Tucson или как Tucson. Идем смотреть на сервис CO2 баллонов. Там меняют шланги. 10-летняя замена. Вот эти шланги необходимо заменить. Каждые 10 лет их меняют на всех баллонах. Вот уже то, что сделали. Должны заменить на всех баллонах практически 400 шлангов. И на все про все у них 17-18 часов, то есть они должны успеть до отхода. Но когда выйдем, CO2 система пожаротушения должна быть в полной боевой готовности. Именно поэтому это нельзя делать на ходу. Можно проводить только какой-то экстренный ремонт. Так вот работают, сказали, что вроде как успеют. Поэтому тут было 2 человека, сейчас к ним еще пришло 2 помощника. Вчетвером они работают. Пойду схожу в машину, посмотрю, что там со снабжением. О, сигнализация сработала. Наш туннель жизни. Идем с кормы. Сейчас с левой стороны будет дверь, вход в машинное отделение. Ну, вы помните. Помните, я в прошлом видео вам рассказывал, что вышел из строя один из наших радаров, а именно X-Band радар, но, к счастью, у нас их 2. То есть на борту 3 радара, 2 из них X-Band, поэтому мы без проблем продолжили нашу работу. И параллельно я вызвал срочный сервис в Сингапур. Компания отреагировала очень быстро. Все подтвердили, все оплатили, прислали 2 сервисменов, но они приехали, как это очень часто бывает, без необходимых запчастей. То есть как бы основную часть они привезли, но крышка, которой закрывается радар, а именно его электронная часть сверху, которая именно была с трещиной, через нее попала вода. Вот, в общем, эту крышку они с собой не привезли, потому что ее не было в наличии, поэтому им пришлось все залепить вот таким белым силиконом. После ремонтных работ протестировали радар. Все прекрасно, все показывает, но тем не менее вот эту вот крышку мы будем ждать в Пусане, Южная Корея. Вот что у нас вышло из строя. Вот эта микросхема, ну я имею в виду на радаре. После его ремонта, что пришлось заменить. Вот микросхема сказала, давай до свидания. Это непонятно что. Но вот это вот самое главное, что нам нужно было. Здесь есть какие-то следы окисления даже. Не знаю. Ну, мы на вот это вот подумали сразу, потому что вот отсюда вот капала вода. В общем, заменили нам все, и теперь радар работает. Несмотря на то, что мы чистый контейнеровоз, время от времени мы получаем в качестве груза вот такой вот негабарит, который у нас сейчас расположен в трюме. Вы можете задать вопрос, что это такое. Это разобранные карьерные самосвалы. То есть вот в левой части трюма, там где есть белый брезент, это его кабины, а то, что сейчас цепляют траверсой, мы его называем спрейдер, цепляют с помощью специальных слингов как раз разобранную часть этого карьерного самосвала, его шасси, и готовится выгружать на берег. Процедура непростая. Во-первых, все это надо сначала закрепить для перевозки, потом, когда мы его перевозим в другой порт, его раскрепляет специальная команда и выгружает на берег, где его ждет уже специальный погрузчик, на который он ставится, этот разобранный грузовик, и дальше транспортируется, ну, скорее всего, в место сборки.
Вот так вот он выглядит, когда его подняли вверх, уже переставили практически на берег и готовится опускать на платформу. Ну и для информации, мы довольно часто перевозим такие вещи. Это могут быть вот такие разобранные самосвалы, могут быть ветрогенераторы, могут быть какие-то небольшие разобранные заводы и так далее. Поэтому контейнеровоз, как контейнеровоз, он, конечно, работает, но когда платят деньги и нужно перевезти что-то негабаритное, то, пожалуйста, загрузите. Главное, хорошо закрепите, чтобы во время шторма не было смещения. Ё-моё, у нас ковер вырос. Капец. Вот это мы обросли, конечно. Это в мае мы чистили корпус роботом. Вообще, надо газонокосилку вызывать. Вы посмотрите, что творится. Чисто газон. Реально можно газонокосилку вызывать и обрабатывать корпус. Ну, зато красиво. Все-таки не зря у компании есть политика Green Ship. Но только она немножко другое подразумевает. Да, необходим, уже чувствуется, что необходим док. Совсем немного, уже в июне 26-го будет судно заходить на 20-летний ремонт. Để có ngước lên trời cao dang rộng cánh tay, từng cánh chim bay lạc nơi nhưng nào ai hay. Chờ mùa xuân tới thân này chơi vơi, chờ khắp thế gian im lặng. Họa vào ánh mắt chuột lòng nhân gian. Это очень часто бывает в последнее время в Сингапуре из-за того, что нам нужно загрузить очень много топлива для перехода на США и обратно, а груза мало, то есть мы выгрузили 2000 там, с чем-то контейнеров, а загрузили, внимание, всего один контейнер у нас всего был на погрузку. Поэтому мы стояли у причала не так долго, с меньше суток мы стояли, грузили один контейнер, выгрузили там 2 с чем-то тысячи и не успели загрузить топливо, потому что мы брали как тяжелое топливо, ну, не успели взять дизельное топливо. А дизельное топливо нам нужно для того, чтобы передвигаться по США. Там нельзя, там можно на другом топливе передвигаться, но в нашем случае нет. У нас либо тяжелое топливо, либо дизельное. Поэтому нас выгнали на якорную стоянку опять после окончания грузовых операций. И в данный момент мы ожидаем баржу, которая должна подойти вот с минуты на минуту и загрузить нам дизельное топливо. А только после этого мы уже продолжим свой voyage на Вьетнам в этот раз, так как мы меняем линию. Да, у нас смена линии происходит. Мы больше не будем ходить вот вокруг земного шара, как раньше это было через океаны, через там 3 океана, да, мы переходили. А мы будем перемещаться исключительно только через Тихий океан, то есть Азия, США, западное побережье США. Один порт там всего будет Лос-Анджелес, и потом обратно в Азию. И опять с Азии в США, туда-сюда, туда-сюда. В общем, вот такая вот будет линия. Поэтому ждем бункеровщик, будем бункероваться и выходить дальше. Будем следовать во Вьетнам, где нас ожидает уже новый экипаж. Продолжаем. А вот та самая сортировка твистлоков, о которой я вам говорил в конце предыдущего контракта в июне месяце. Здесь вот мы получили доступ к гирбоксам. Видите, 2 новых ящика вместо тех, что были повреждены, порваны, сейчас будут переставляться. Ну и ребята сортируют твистлоки, потому что они все перемешаны. А это не очень хорошо. Могут быть жалобы со стороны порта из-за плохой сортировки твистлоков. Вот он, наконец-то, долгожданный бункеровщик, который привез нам дизельное топливо. Должен был приехать в 5 утра. Сейчас на 2:30 уже, 14:30. Чуть-чуть опоздал. Вот 2 ящика уже в позиции. Сейчас металлолом будут убирать.
Еще один вон там поставят, он на боку лежит. Не будут потом пересыпать твислоки новые. Встретили в Сингапурском проливе контейнеровоз, новейший контейнеровоз компании Maersk, который называется Arthur Maersk. Отличительной особенностью является то, что его жилая надстройка, ну, соответственно, с мостиком, находится непосредственно прямо в носовой части судна. Перед ней только Forward Mooring Station и все. Машинное отделение при такой компоновке, конечно же, находится в корме и на удалении примерно 300 метров от жилой надстройки, потому что судно имеет в длину, полную длину 350 метров, при том, что оно может брать на борт порядка 16 тысяч контейнеров в 20-футовом эквиваленте. Необычная конструкция, но у Maersk уже несколько таких судов, и они работают практически по всему миру. Кстати, может еще использовать в качестве основного топлива метанол. Да, не простой сжиженный газ, а именно метанол. Ну, engine dual fuel, то есть как метанол, так и альтернативное топливо часто является которым дизель. Вот такой вот Сингапур у нас получился, друзья. Ну, мало чем отличается от предыдущего захода, потому что это всегда интенсивно, это всегда много работы, всегда много каких-то активностей, движений и так далее. Сейчас мы уже взяли курс на Хайфонг, как я вам сказал ранее, на Вьетнам. У нас на борту мы в Сингапуре взяли 2 дополнительных людей, 2 технишена. Они будут замерять ультразвуком толщину металла для того, чтобы составить отчет. На будущий драйдок судно пойдет в ремонт, и для того, чтобы проделать необходимые работы, нужно промерить толщину металла по всему практически судну. То есть это трюмные помещения, это балластные танки и так далее. Очень много работы у них, и они с нами едут до Хайфонга. Числятся как 2 пассажира. Вот такие вот дела. Спасибо вам за то, что смотрели этот ролик, спасибо вам за внимание, поставьте лайкос этому видео, напишите какой-то комментарий, пожалуйста, сильно это помогает, конечно, в продвижении роликов. И еще раз я вам благодарен за поддержку. С вами был капитан Максим, вы были на канале Макс Мастер. Это был выпуск про Сингапур. Опять же, если есть вопросы, пожелания, комментарии, пишите под этим роликом. Я благодарен вам за просмотр, благодарен вам за внимание. Капитан Максим, канал Макс Мастер, я на связи.